Онлайн-игры — это очень хороший инструмент коммуникабельности. Нужно очень хорошо зарабатывать. Просто подходить, знакомиться и не бояться, что Хорошие дела. Быть клоуном? Да. Так и запишем. умение себя показать. Я сам решу. Надо быть уверенным. Я не какой-то там супер самоуверенный чел, трансформировался вот в то, что сейчас. С рождения дается. Острота ума. То, как ты себя преподносишь. Это не говорит о том, что ты харизматичный. Каким образом я это сделал? Рано утром, да, там встал, вау, вот я уже другой. Сегодня мы зададим прохожим интересные вопросы по типу: как вы стали уверенными, как вы побороли свою стеснительность, как стать харизматичным и прочие интересующие вас, я думаю, вопросы, раз уж вы зашли на это видео. Меня зовут Джалал, это канал про харизму. Мы начинаем. Поехали. Добрый день. У нас интервью, можно вам один вопрос задать? Нет. Ну давайте быстрее. Ну какой? Как, по вашему мнению, можно стать уверенным? Работать над собой. Работать над собой. Каким образом? Можете какой-то совет дать, действие какое-то конкретное? Учиться. Чему? Всему понемножку. Общее образование. Нет, не общее образование, просто всесторонне развитым быть. Можете как-то направить, что ли, нас? Потому что мы пока что такой расплывчатый ответ получили. Ну, что, изучайте литературу, учи английский язык, допустим, к примеру, то же самое. Изучи какой-то новые технологии, тебе поможет это в жизни. Чем больше знаешь, тем дороже стоишь. Это придает уверенности. Не только придает, когда понимаешь, когда у тебя есть, допустим, какой-то бэкграунд, так скажем, ты как бы можешь решать многие вопросы. Хорошо, но вот именно чувство уверенности в себе, которое позволяет предпринимать какие-то серьезные действия, Ну да. на которые Знания. человек, лишенный уверенности, не решился бы. Ну вот знания, которые ты, и опыт жизненный, который ты приобретаешь, позволяет тебе двигаться дальше. Знания переходят в действие, Конечно. Материализуется. материализуются. Хорошо, спасибо большое. Как стать уверенным? Ваше мнение? Нужно очень хорошо зарабатывать. То есть доход – это Мне показатель, кажется, да. причина уверенности. Ну, мне кажется, деньги. Но есть же люди, у которых большое состояние, но они как-то все равно себя неполноценно чувствуют. Ну, я сталкиваюсь с тем, что вот когда не хватает денег, у тебя уверенность падает. Хорошо. Может, у вас свое мнение есть на этот счет? Просто быть человеком, делать хорошие дела и дарить людям, своим близким, любовь. Да, то есть хорошие поступки Конечно, питают просто чувство уверенности. Да, быть собой, не бояться проявлять себя. Хорошо, благодарю вас, спасибо большое. Вопрос: как перестать стесняться? Нужно просто перестать стесняться, наверное, и все. Какие конкретные действия ты можешь посоветовать? Ну, я, наверное, просто еще сам к этому не пришел, поэтому Ну, мне бы самому совет спросить у кого-нибудь. Но ты работаешь над этим, правильно же? Иногда работаю, да, стараюсь. Какие ты инструменты используешь? Ну, наверное, нужно просто делать, когда боишься что-то сделать, и все. Не думая о последствиях. То есть какое-то действие совершить, правильно? Да, Действие сильнее, чем... бездействие. Как стать харизматичным, твое мнение? Я думаю, что это с рождения дается. А так можно, книжки читать, наверное. Но можно научиться. Ну, наверное, тяжело, но можно. Что такое само по себе харизма? Ну, то, как ты себя преподносишь в обществе, наверное. Общение с окружающими людьми. Ну, во многом это чувство юмора твое, наверное. Внешность тоже очень такой решающий фактор. Хорошо. Вот. Я вижу, что ты как-то над этим запарился, я вижу. Классно получается в каком-то смысле. Какие ты для себя уже выявил направления, в которых нужно развиваться, и каким образом? Я, честно говоря, не особо работаю над этим. Я все еще, как я уже говорил, приверженец того, что во многом это дается тебе там с воспитанием, да и и в целом как бы с рождения как бы. Вот бывают люди харизматичные, а бывают нет, условно. А как же осознанность? Ну вот когда ты уже вырос, когда ты уже понимаешь, что какие-то действия приводят к каким-то результатам. Исходя из твоего ответа, я так понимаю, что ты, возможно, не видишь для себя это необходимым. Правильно? Вот, это верно, да, то есть я не запариваюсь над этим, потому что я считаю, что мне достаточно того, что у меня уже есть. Хорошо. Такой подход Хотя, можно назвать каким-то образом харизматичным? Возможно. есть Это это- называется, наверное, самодостаточность в каком-то смысле. Независимость от каких-то ярлыков, правильно? Ну, может быть и так, да.
возможно. Хорошо, спасибо большое. Очень интересная точка зрения у вас. Приятно было с вами поговорить. Как, по вашему мнению, обрести уверенность можно? Хороший вопрос. На примере себя, наверное, даже не буду ничего говорить, потому что каждый, наверное, оценивает себя по-разному. И я считаю, просто главное смотреть на себя не только с плохой точки зрения, но и с хорошей. То есть красота в глазах смотрящего, и для каких-то людей, например, если мы оцениваем именно кто как на друг друга смотрит, кто-то кому-то нравится, кто-то кому-то не нравится, это понятное дело. Но каждый видит красоту по-своему, и, например, для кого-то один человек будет некрасивый, для другого, наоборот, привлекательный. Ну, сказать конкретно что-то я больше, наверное, вам не смогу. Я немножко даже переживаю и волнуюсь, потому что никогда я не сталкивался вот с такой ситуацией. Я достаточно, в принципе, в себе уверенный человек, но вы меня поставили в неловкое положение, если честно. Вы себя достаточно хорошо держите. Спасибо. Хорошо, еще один вопрос тогда, смежный немного. Как побороть стеснительность? Допустим, ситуация довольно неординарная, правильно? Кого-то может застать врасплох, но кого-то, Вот как допустим, вы меня сейчас, да. вы сейчас вполне адекватно отвечаете. Какие инструменты вы можете для себя подметить, которые вы сейчас используете, чтобы нормально отвечать в таких ситуациях? Я не знаю, я просто, наверное, умею говорить. Мне как-то повезло с этим. Вот, я достаточно неплохо веду диалог, достаточно коммуникабелен. Ну, во-первых, людям, я считаю, для того, чтобы быть не таким стеснительным, нужно больше общаться, практиковать именно вот этот момент. Даже многие там, например, хейтят онлайн-игры, но на самом деле это очень хороший инструмент для повышения коммуникабельности. Вот, люди знакомятся там, начинают, например, с малого. Да, они друг друга не видят, но они хотя бы общаются. Да. Вот. После чего уже все может перерастать именно, естественно, в современное общество. Вот в целом, как мы там стоим на улице, ресторан, кафе, то есть неважно. Просто пробовать хотя бы человеку, тот, кто очень стесняется, просто подходить знакомиться и не бояться, что на него как-то странно посмотрят, либо он там получит какой-то отказ. Не нужно этого бояться. Это лучше не сделать. То есть как навык какого-то действия, к примеру, как умение вести диалог, он может спасти как бы из ситуации, которая могла бы вас поставить в неловкое положение. Я думаю, в какой-то степени да. Потому что, обладая, наверное, чуть большим словарным запасом и умением строить конструктивно предложение, ты можешь как-то выбраться из неловкой ситуации. Да. Но все нарабатывается на практике, как я понял. Да, как по мне, да. Естественно, это все опыт. Ну, вся наша жизнь — это большой сплошной опыт. Там, от Хорошо. покупки продуктов, заканчивая общением. Что такое харизма, по-вашему? Тоже прекрасный вопрос. Ну, наверное, умение себя показать необычным образом, острота ума, юмор. Потому что если, например, рассматривать там, я не знаю, общение между парнем и девушкой, то многие девушки любят, естественно, парней. Наверное, вот совокупность этих факторов. Сводится ли это все просто к шуткам, к клоунству, другими словами? Нет, потому что клоунство немного не то. Ну, есть люди, кто разного рода юмор любит, да? То есть тут непонятно, каждому свое. Кто-то любит черный юмор, кому-то реально заходят какие-то клоунские шутки. Но это абсолютно нормально. У каждого по-своему склад ума. Я думаю, нет. Все по ситуации. Исходя из ситуации, если человек шутит, сказать, в тему, и другому человеку это нравится, ну, значит, это матч. Какие советы можете дать, чтобы стать харизматичным, приобрести вот эту харизму? Может, вы для себя что-то подметили? Никогда вообще не подмечал, я честно скажу, даже никогда не задумывался о таких вопросах, там, глядя на себя или еще что-то. Я не какой-то там супер самоуверенный чел, на самом деле, если честно. Я там никогда не считал себя какой-то там звездой и так далее. Просто как-то так получилось. Я просто как-то шел по жизни и понимал, что, ну, если я не начну себя любить хоть чуть-чуть, хотя у меня было такое, что я вообще себя не любил, Да. и не понимал, как люди могут вообще себя любить. Постепенно как-то шел, просто, не знаю, трансформировался вот в то, что сейчас имею. То есть Вот. это приобретенный навык, Да, способность, да. качество. Да. Ну да, но вот каким образом я это сделал, как я на себя посмотрел, там, не было такого, что я там, не знаю, Интуитивно как. рано утром, да, там, встал в один день, подошел к зеркалу и такой, вау, вот я уже другой. Нет, такого не было, я такого даже не помню. Я не помню даже какие-то переосмысления, чтобы я как-то задумывался об этом очень глубоко и серьезно. Ну, то есть такого реально не было. Поэтому сказать именно прям дельно, наверное, будет сложно, потому что я все-таки сам, наверное, дилетант еще в этой теме, если так можно сказать. Хорошо, спасибо вам большое. Достаточно вам. интересная получилась с вами Спасибо. беседа. Я Было думаю, это очень будет приятно. хороший контент для наших И зрителей. для меня хороший опыт. Однозначно. А где можно посмотреть? У нас будет? YouTube канал. Джалал Харизма, вы тоже подписывайтесь, кто еще не подписан. Как стать уверенным? Как стать уверенным? Да. Ой, надо быть уверенным. И все. Уверенными рождаются? Да, а что нет? А те, кто не родился, что делать? Ну что, тренироваться надо. Какие советы можете дать? Отработал на пенсии сейчас. Езжу на велосипеде. Смотрю, слежу за здоровьем. Да. Это придает вам чувство уверенности. Да. Как стать уверенным в себе? Не думать о том, что о себе думают другие. Вот, да. Не считать чужое мнение за главное. Так будет уверенность в себе, и не будешь думать
то, что о тебе кто-то что-то скажет, подумает. Уверенность противопоставляется сомнениям, правильно? Вот вы сказали, чужое мнение не ставить главным, правильно? За главное, да. Твое мнение, оно твое мнение, Да. оно должно... А чужое мнение это какое? Это как раз таки со-мнение, правильно? Да. Видите, как мы интересно разобрали? Не концентрироваться на мнениях, которые не относятся к вашему, правильно? Которые посторонние. Как стать харизматичным? Блин, почему все вопросы эти? У нас сегодня такая Ну, тема. Да, класс. Я вот как раз и хочу стать харизматичным, не плевать на все мнение. Сигмой, да? Да, харизматичным стать. Я думаю, что больше общаться с людьми, социум, находить общий язык с людьми. Это в первую очередь. Веселым быть по жизни. Депрессивным человеком не скажешь, что он всегда харизматичный. Но есть же такие. Ну да, есть. Но это, наверное, десятки каких-то Да. процентов всего. Что из себя представляет понятие харизмы в вашем понимании? Сильный характер, то есть он стоит на своем, доброжелательный. Почему-то очень плохие слова на такого человека противоположного сразу думается. Помогай мне. Ну, так я тоже сам сказал. Я сам решу. да. Хорошо. В двух словах. Конкретные действия. Что делать, чтобы вот стать там крутым, уверенным, харизматичным, сильным? Спортом заниматься А. в первую очередь. Но это уверенность в себе придает. Дисциплинировать себя больше. Потому что вот это вот хождение по барам до 4 ночи, это не говорит о том, что ты харизматичный и уверенный в себе. Ты просто, проживаешь жизнь, как ты хочешь. Думать в первую очередь о себе, о близких. Хорошо. Спасибо большое. Да. Очень интересная беседа была. Приятно было узнать ваше мнение. Не знаю, спросите у моего брата. Брат, объясни нам, как перестать стесняться? Как у тебя это получается? Ну, не знаю, часто разговаривать с Да. кем-то. Это уже какие-то действия ты предлагаешь, правильно? Ну да, Еще какие инструменты есть? ну не знаю, нет вариантов больше. Нету? Ну как у тебя получается вот становиться уверенным, какие-то поступки совершать уверенные? С рождения. С рождения? Молодец. Как стать харизматичным? Больше читать разных анекдотов О. и рассказывать близким. Вот в то же время быть более уверенным в себе, что твои, к примеру, те же анекдоты очень смешные. Интересно. А что такое харизма вообще, само по себе? Харизма — это умение человека смех, можно сказать, людям давать. Быть клоуном? Да. Да? Хорошо. Так и запишем. Спасибо вам большое, До ребят. свидания. Сегодня мы услышали много интересных мнений различных персонажей по поводу того, как стать харизматичным, уверенным и так далее. Их личные мнения. Если ты хочешь сам прокачивать эти навыки лично, переходи ко мне на канал, смотри мои конкретные видео на эти темы. Вот. И подписывайся на телегу, там тоже много полезного. Салам алейкум.